наш институт, он же такое авторское начинание, сейчас бы сказали проект, но, по-моему, он больше заслуживает именно этого русского названия начинания. Целиком авторское, да, вот отец Георгий все там составил сам, предполагаемые цели учебные, дисциплины. Какое-то время, как вы, наверное, знаете, мы обходились такой формой обучения, как чтение книг и свободная беседа по прочитанному. Я сейчас думаю, что, конечно, внешне это выглядело абсолютно авантюрно, но, как ни странно, из этого опыта тоже что-то родилось. Чем вы занимаетесь и зачем вы этим занимаетесь? Чем и зачем? Да, это правда. Все 3 десятилетия эти вопросы задают люди внешние. Они не очень понимают, что значит образованный христианин. Ну, христианин должен быть образованным. Он должен быть самым образованным человеком в обществе. Церковь в таком мистическом смысле, глубинном смысле, не просто как институция, в которой множество недостатков человеческих и пороков, а именно как мистическая церковь. Может ли она быть впереди, чтобы быть светом миру и солью земли? Или не может? То есть исполняет она свое призвание, в конце концов, или не исполняет? Или только смотрит на власть придержащих, или на свои какие-то прежние бывшие традиции, или такие превратившиеся чуть ли не в магию обряды? Вот эти вопросы очень важны. Вот еще покойный отец Виталий Боровой в свое время отцу Георгию советовал: не надо учиться по старым книжкам, надо писать новые, свои. Ну, соответственно, вот по такой же методе преподавателей пришлось искать тоже своих. Буквально это было так. В один прекрасный момент вот ректор сказал: ну, как-то нет у нас преподавателей по этике. Вот пусть Давид попробует. Ну, стал пробовать. Ну, хотелось что-то рассказать самому узкому кругу рядом с собой. Тем, с кем мы вместе вот и воцерковлялись, и кому я потом помогал воцерковляться. Я как-то почувствовал, что им это тоже не хватает, им хорошо, но и меня как-то распирало. Хотелось поделиться. Ну вот я поделился раз, поделился два, и вот оказался вначале экскурсоводом, потом сотрудником музея. Видите, все равно все продолжилось, не в музее, так здесь. Так что тут это не вопрос такого сознательного выбора, скорее робкое движение было в эту сторону. Вот Господь сказал: давай, работай. Я могу сказать, что моя жизнь естественным образом связалась с литургией, а дальше для меня это какая-то цепь просто вспышек таких ярких. В какой-то момент я выбирала, когда я писала выпускную работу, я выбирала между церковной историей и литургикой. И один молодой человек, как раз в самый острый момент моего выбора, скажем так, потому что можно было и так сделать, вдруг привез мне греческий служебник с текстом литургии Василия Великого и Анны Златоуста. Я подумала, почему? Решила, что, значит, это знак. И дальше уже все было связано только с этим. С 1994 года, сразу же, как только я стал заниматься богословием, у меня не было никаких серьезных интересов научных и познавательных, кроме Священного Писания. К сожалению, нужно сказать совершенно прямо, что в православии чтение Священного Писания никогда не было во главе угла, а зачастую люди не знают базовые вещи, и нету навыка каждодневного чтения Писания и углубления в комментарии. Но мы должны это восстанавливать. Вслед за Давидом Кртычевичем я преподаю экклезиологию. Учение о церкви, православное учение о церкви. Стараюсь студентам передавать или прививать вот это изначальное ощущение церкви как союза, который не принадлежит миру сему. Природа его иная. Она не земная природа, она небесная. И это очень напряженное, трудное существование и задача сама по себе. Но вот другого нам не дано.
опыт нашего факультета, на самом деле, показал, что религиоведение помогает глубже понять свою веру. Я очень от многих православных выпускников слышала, что после окончания факультета религиоведения они лучше поняли, что же в христианстве собственно христианского. Но испытания для веры, они всегда есть. И кому-то эти испытания даются через, в том числе через историю церкви. Не случайно ведь предмет «История Русской Православной Церкви» изучается на последнем курсе в нашем институте. То есть когда уже какие-то, так скажем, курс молодого бойца пройден, студент уже, так скажем, испытан в чем-то и готов к тому, чтобы воспринимать довольно сложные темы, связанные с тем, что нередко церковь официальная становилась церковью молчащей и церковью, которая вынуждена была мириться, даже слово не мириться, вернее, а приспосабливаться к тем условиям, которые задавались советской властью. Больше всего мечтала пойти на нашу магистратуру по истории церкви XX века. Потому что мне это очень интересно, но мы об этом так мало знаем. Мне вот, например, очень хотелось бы учиться у, ну вот серьезно, без обиняков. Вот мне очень хотелось бы вот поговорить прям вот так, некоторые вопросы задать даже преподобному Серафиму Саровскому. Хочется учиться тому, чему хочется учиться, а когда надо тебе корочку получить, вот, и где-то там какой-то ужас просто. Конечно, очень хочется учиться тому, от чего радуется совесть. Тому, что дает умножение свободы, любви, от чего повышается качество жизни. Это просто здорово. Вот этому я учиться люблю. Интересно было бы поучиться у Аверинцева, безусловно. Я бы, конечно, много дал, чтобы послушать лекции отца Сергия Булгакова. Мне очень хочется иногда поступить в наш институт и пройти все то, чему мы там учим. Потому что меня очень многому из этого никогда не учили. Нигде. Нигде. То, что мы даем в своей целостности и во многих частностях, совершенно уникально. Совершенно уникально. И я просто завидую нашим студентам. А когда они начинают скучать и ныть, я просто поражаюсь, я даже возмущаюсь. Потому что у людей такое счастье им привалило. И вдруг они, так сказать, нос воротят. Думаю, ух, какие.